Начнем сначала. На портал здоровья вы можете попасть, если вы напишите servicepортал.e или, например, в поиск просто портал здоровья, и вам откроется уже нужная страница. Портал здоровья у нас на 3 языках. Первоначально это эстонский, английский и русский. Переведен он всё, так сказать, один в один, то есть, нету какой-то информации на каком-то языке больше или меньше. То есть, всё, что и находится на эстонском языке, то и на русском языке. Что касается тогда уже ответов, врачей, когда мы уже будем смотреть, зоологическую сторону, то это, конечно, информация на эстонском языке. Все, что, так сказать, вокруг находится, информация переведена. Если вы смотрите просто на главной странице, то здесь, некоторые важные вещи, которые, может быть, тоже иногда стоит просматривать. Это когда происходят какие-то скрининги. И если вы уже теперь житель Эстонии, то туда, в некоторые года проходят, скрининги, в которых стоит, участвовать. И также какая-то первоначальная, так сказать, самая главная информация там о портале или просто о здоровье, где вы можете какие-то дополнительную информацию найти. Можно это посмотреть. Теперь, чтобы зайти на портал здоровья, это можете сделать, с помощью с ID-карты, с мобильным ID или со смартом, Smart ID. И тогда у вас уже открывается ваш, рабочий стол. Начнем сначала. Так как я вам показываю, тестовую версию, то здесь, информация выдумана, поэтому здесь, нету, так сказать, чьей-то личной информации. Может быть, какая-то информация немножко выглядит, так сказать, странно, может быть. Когда вы заходите на портал «Теперь здоровье», вы залогинились, то у вас открывается рабочий стол, где, в принципе, вся самая важная информация, которая вам в данный момент нужна, мы показываем. И по мере надобности она тогда у вас выходит, так сказать, на первый вид, и уже можете дальше смотреть, что вам требуется или что вам надо. Здесь вы увидите, например, кто у вас семейный врач. Если у вас нет семейного врача, то тогда здесь будет ссылка, где вы можете увидеть информацию, как можно тогда к семейному врачу, так сказать, как его найти и что для этого нужно сделать. Если семейный врач использует какую-то услугу, то есть советуется, так сказать, ему использовать дигитальную его платформу, чтобы не звонить и, так сказать, проще общаться, то тогда здесь находится ссылка на эту платформу. Также здесь вы видите, например, остаток вашей стоматологической компенсации. Вы можете видеть здесь вашу группу крови и так далее. Теперь дальше идут ваши, например, следующие приемы. Если у вас какие-то приемы к врачам уже записаны, ваши направления, невыкупленные рецепты и также рекомендации по вакцинации. То есть, как видите, довольно-таки в кратком обзоре все это можно увидеть сразу. Портал здоровья у нас поддерживает также и все мобильные устройства, то есть никакой разницы нету, как вы заходите на портал здоровья, то есть с мобильного телефона, с таблета или с компьютера. Теперь что пойдем дальше также, что в портале здоровья вы можете выбрать роль, то есть когда вы заходите в своей роли. Если у вас есть дети, то тогда их показывают точно так же здесь. Тогда вы можете выбрать, например,
роль своего ребенка и теперь уже просматривать информацию его. То есть вы должны тогда переключиться и посмотреть, например, историю его здоровья или, например, если есть направление к врачу, тогда уже от него выбирать, так сказать, за него регистрировать. То есть для этого надо выбрать роль. Также, если у вас есть пожилые люди, которые, может быть, не так активно в интернет-среде, то тогда и можно просматривать информацию за них тоже. Но для этого надо, чтобы, например, человек, который желает, чтобы вы его представляли, один раз зашел на портал здоровья и уже тогда сделал вам, так сказать, доступ к его информации. К этому мы придем чуть-чуть попозже, когда уже пройдемся по всем пунктам меню, чтобы тогда, может быть, было проще. Так. Теперь перейдем, например, на главную роль и пройдем дальше. Моя история здоровья. Здесь вы видите все данные, которые у вас есть о вашем здоровье, то есть все ваши визиты, анализы, исследования, вакцинации, если у вас какая-то была скорая помощь или стационарное лечение, операции. То есть неважно, в какую больницу или к какому врачу вы попали, эта информация переходит на портал здоровья. То есть никакой разницы в этом, так сказать, нету. Теперь, так что вы можете посмотреть какое-то, так сказать, самое важное, короткое резюме. Как вот я вам вначале упомянул, что информация, которую пишет врач, то она не переводится, так как просто это не позволено, так сказать, делать. Все, что вокруг подходит, всё это переводится. Теперь, если вы хотите смотреть детали, то тогда уже надо смотреть дальше. И уже в анамнезе, так сказать, написано все остальное, что врач вам написал. И опять-таки, так как это тестовая версия, то здесь немножко не все есть. Если вы здесь вот скроллите и в каком-то месте находитесь дальше, то тогда вас перекидывает туда, и вы можете уже найти, так сказать, подлиннее где вы находились, что, например, если немножко вы, так сказать, дальше ушли в свое прошлое, то тогда проще найти, что вы искали. Так, теперь, если вы, например, смотрите анализ крови, то мы показываем вам, что у вас в норме и какие, например, результаты вне диапазона, может быть, так сказать, нормы. Как правило, врач с вами связывается, и тогда вы уже можете переговорить, что или почему, и надо что-то делать или нет. Но результаты вы ваших анализов видите. Если уже смотреть детальный обзор, то тогда уже видно конкретно, что в норме, что не в норме, и что это значит. В ближайшем будущем также мы скоро добавим более подробную информацию, чтобы вы не должны были искать, что значит, например, тот же МЦВ или РБЦ и прочее. То есть будет немножко проще понять, о чем идет речь. Вот. И теперь, так что если для всех жителей Эстонии, если вы уже долго проживаете здесь, то начиная с 2009 года мы уже видим свою информацию в дигитальном виде. Так, вторая самая популярная, так сказать, услуга — это рецепты и медицинское оборудование.
Здесь вы видите ваши невыкупленные рецепты. Если, например, как здесь срок действия истекает, то мы это вам покажем. Вы можете просмотреть его, кто его выписал, какая-то более подробная информация, количество и прочее. Теперь, что касается рецептов, то у нас есть также уведомления. Теперь я немножко перескочу дальше. То есть мы советуем вам, если у вас не направлены уведомления, то это сделать. Для этого надо просто пойти в мои настройки и в направлении уведомлений и ввести вашу электронную почту, которую вы уже используете. То есть это или Gmail, или Mail, или что угодно вы используете. Ввести ее сюда, подтвердить, что вы этим почтовым ящиком пользуетесь, и тогда уже вам будут приходить уведомления. Например, если вам выписали рецепт, то тогда не надо будет вам, например, ходить на портал здоровья, а просто на почтовый ящик вам придет уведомление, что рецепт выписан, и что можно тогда смело идти в аптеку. Уведомления приходят только вам, то есть взрослым людям. Уведомления, выписанные детям, в данный момент еще не приходят. И если у вас не направлены уведомления, то эта информация точно так же высветится здесь, то есть будет ссылочка на это, и вы уже можете открыть правильное окно, и там уже сможете добавить. Так что в этом плане советую вам сделать направление, чтобы тогда, если есть какие-то в будущем будут уведомления добавляться, например, уведомления, если надо идти, например, с ребенком идти к семейному врачу на осмотр, то эти уведомления будут тоже вам приходить, и будет немножко проще следить за всем этим. Перейдя дальше в рецепты, если вы желаете, если у вас какой-то рецепт есть, который вы желаете продлить, то для этого надо обратиться к лечащему врачу. То есть если первоначально вам, например, выписал семейный врач какой-то рецепт, то надо тогда к нему обратиться. Если какой-то специалист, который или уже врач по специальности, то тогда надо обращаться к нему. То есть, к сожалению, на портале здоровья автоматически вы как-то продлить свой рецепт не можете. Теперь немножко дальше идти. Схема лечения — это более новая, так сказать, функция, которая у нас теперь вводится. То есть, если врач у вас уже использует это, то есть такая вещь, как схема лечения, то есть врач смотрит все лекарства, которые вы принимаете, и подтверждает тогда вашу, так сказать, схему лечения, и вы уже видите в конце, какой медикамент, когда и сколько вам надо принимать. И да. Но для этого надо, чтобы врач уже использовал эту функцию тоже. Дальше идут точно так же, как теперь по названию. Лекарства, которые вы принимаете, история всех ваших рецептов. Здесь вы увидите, какие рецепты вам выписаны, когда вы купили и прочее. Дополнительная компенсация за лекарства. Здесь просто можете увидеть, если у вас довольно-таки, так сказать, вы хроник, и довольно-таки очень много лекарств, тогда у вас повышается процент за компенсацию за лекарства. Это приходит автоматически, здесь ничего самим вам не надо делать. Это чисто, так сказать, информативное для вас. Также стоит отметить, что все рецепты у нас дигитальные. На бумаге вам ничего не выписывается. Вы можете просто идти со своей ID-картой
в аптеку и выкупить рецепт. И все. То есть, если вам что-то на бумагу напишут, это может быть только название какого-то рецепта или медикамента, что вы будете принимать, а как-то такового, так сказать, бумажного рецепта вам уже не дают. Так, идем дальше. Визиты и направления. Здесь вы видите уже, если у вас какие-то есть визиты к специалисту, вы можете посмотреть свое бронирование, когда оно происходит, где происходит. Можете его изменить, можете его отменить или также добавить в календарь. Если теперь у вас есть направление к врачу, например, здесь уролог, то вы можете посмотреть направление, кто его выписал, и также здесь прямо можете забронировать время. Также в этом окне вы можете увидеть доступные без направления услуги. То есть, если вы сюда переходите, то вы можете выбрать уже тогда специальность, кому вы хотите пойти, и тогда, сказать, забронировать время. Выберем, например, какую-то вакцинацию, может быть, самое простое. И здесь вы тогда находите уже свое время, местоположение, то есть в какой области вы хотите это сделать, учреждение, если вы, например, знаете, что вы хотите в какое-то очень конкретное идти, и искать уже тогда конкретное время визита. Также по дате можно его искать. Если вы идете просто со своего, так сказать, с направления, просто тогда выбираете забронировать время, вам ищет это время, вы здесь видите это, так сказать, это время компенсируется кассой здоровья или нет. Стоит учесть тоже, что даже бесплатные, так сказать, визиты, то все равно снимается плата до 20 евро за ваш визит. То есть за врача вы не платите, а за то, что вы посетили врача, за визит надо уплатить будет. И эта сумма зависит уже от к тому, к какому, так сказать, учреждению вы идете. Также здесь вы увидите и платные времена, и если это платный, то тогда здесь будет также цена. То есть если, например, все бесплатные времена уже забраны, то вы увидите также и платное время. Для наглядности попробуем сейчас вам найти. В данный момент здесь очень все хорошо. И, например, предположим, что 15 декабря вам подходит, хотите выбрать время. Выбираете его, и должно появиться, открыться новое окно. Да. Такое-то время. Это информация, что я вам говорил теперь, что за бесплатные приемы может взиматься плата в размере до 20 евро, и с правилом можно ознакомиться на фоне медицинского страхования. Контакты, данные, и просто подтвердить бронирование, и все. Теперь пойдем, например, посмотрим здоровье зубов. Если вы посещаете стоматологов, то стоматолог точно так же должен передавать все данные в центральную инфосистему, чтобы вы могли опять-таки увидеть, когда и что вам делали,
с каким зубом и что произошло. Наглядный просто вид, когда вам что лечили, какой, может быть, зуб удален или какой зуб, в каком имплантант или пломба и так далее. И опять-таки тот же самая логика, что вы видите краткое резюме, что сделали, и уже можно посмотреть зубную карту конкретно, какой зуб, кто лечил вас и что, так сказать, что вам делали. Идем дальше. Вакцинации. Здесь опять-таки вакцинации вам показаны как отдельно, то есть вы видите все ваши вакцинации как отдельно, так они же находятся и в моей истории, в вашей истории здоровья. Но так как, так сказать, тема довольно-таки важная, то тогда она отдельно тоже показана, и здесь уже тогда вы видите, какую вакцину вам сделали, вашу дозу, и, например, когда, если, например, требуется дополнительно, ну, то есть повторная вакцинация, то тогда указано также время, когда в следующий раз стоит прийти на вакцинацию. Когда это время подходит, то есть за полгода до вашей следующей вакцинации, до вашего визита, это напоминание выходит также на рабочий стол, чтобы опять-таки проще было вам, и не надо было следить, так сказать, отдельно за этим. Теперь справки и декларации о здравоохранении. Если у вас есть водительские права, то в какое-то время надо будет заполнять медицинскую справку. Управление автомобилем, она автоматически тогда идет к вашему лечащему врачу или к семейному врачу, просматривается, и тогда уже можете приходить к нему на визит, чтобы, так сказать, пройти медицинский осмотр и получить эту справку, что вы можете управлять автомобилем. Если медицинская страховка будет, опять-таки, устаревать, то эта информация точно так же появится на вашем рабочем столе. Трудоспособность. Если вы работаете и желаете пойти на больничный лист, вы оповещаете об этом своего семейного врача, он вам выписывает больничный лист, и тогда уже здесь этот больничный лист появляется, и также вы видите, сколько вы получаете компенсацию за этот больничный лист. Здесь идут, так сказать, изначально текущие больничные листы, и уже за 7 ваших лет последние больничные листы. Если у вас не направлены, то есть касса здоровья не знает вашего банковского счета, то здесь будет информация, что вам стоит добавить его, чтобы тогда касса здоровья уже могла вам выплатить эти деньги, если вы находитесь, если уже больничный лист, так сказать, закрыт, и и вы выздоровели. То есть эту информацию вы можете проверить, как здесь, есть он или нет. Если желаете изменить, то открываются ваши настройки, и уже здесь вы можете изменить владельца расчетного листа и номер банковского счета и сохранить ваши данные. И точно так же здесь есть дополнительные ссылки на более подробную информацию больничных листов и прочая информация, которая вам нужна. Это все по трудоспособности. Теперь предпоследний, так сказать, пункт лечебные счета. Если вы посещаете или семейного врача, или какого-то врача, то есть вы видите, сколько эта услуга стоила для кассы здоровья. То есть здесь вы просто видите
Что вам делали, и сколько это стоило? Сколько, так сказать, касса здоровья, какую сумму уплатила за ваш, визит? А если у вас какие-то будут вопросы по этому счету, то точно так же можно обратиться по электронной почте, написать свой вопрос на кассу здоровья. Или если вы, например, знаете, что здесь что-то совсем не так, тогда можете оспорить счет. Так, теперь идем в мои настройки. Здесь вы видите, опять-таки, свое имя. Действительно у вас страховка от карты здоровья или нет, есть ли у вас медицинская карта здравоохранения или нет, и вашего семейного врача. Его имя, учреждение, адрес и телефон и так дальше. Если есть, сейчас переключимся, посмотрим. Если у вас нету, то опять-таки все будет красным. Будет довольно-таки понятно, что что-то не так, что вам надо найти. Если вы нажмете на «Найти семейного врача», то тогда уже откроется страница кассы здоровья, и уже здесь уже информация, как искать себе семейного врача. Вот здесь есть тоже. Хорошо. А, Как мы уже проходили дальше, опять-таки здесь информация о банках защиты и направление уведомлений. Теперь перейдем на права представительства. То есть здесь вы видите, если у вас дети, как вы видите тогда их личный код, имя, то есть вы знаете, что вы их можете представлять. И теперь кто может представлять вас? То есть если, например, у вас есть какой-то пожилой человек, который, может быть, не использует дигитальные услуги, или, может быть, по какой-то причине, я не знаю, кто-то в семье или знакомый, которому, может быть, надо помочь, то если он один раз зайдет на портал здоровья и доверит, так сказать, вам, он должен знать ваше имя, вашу фамилию, ваш личный код, добавит вас как своим представителем. То есть, что можно сделать? Например, кто-то, например, скажем, например, представим, что, например, ваша бабушка хочет, чтобы вы ее представляли, то есть она тогда может вам сделать доверенность. И можно добавить тогда полноправную доверенность, то есть вы можете тогда абсолютно все делать за нее. Вы можете просматривать все данные, вы можете бронировать за нее время к врачу, то есть абсолютно полные 100% права. Следующий, так сказать, вариант — это с правом просмотра и выкупа рецепта. То есть вы только можете просматривать рецепты и больше ничего, так сказать, сделать на портале здоровья за него не сможете или за нее. Правом просмотра — это опять-таки то, что вы можете все данные теперь видеть, но вы ничего не можете изменить или забронировать время или что-то другое. И право выкупа рецепта, опять-таки, Ольга говорит сама за себя, что если вам надо выкупить за кого-то рецепт, то тогда можно это сделать. В Эстонии, в принципе, то, что если вы знаете личный код человека, за которого вы выкупаете, то тогда вы рецепт можете получить. И просто так как в аптеке вы со мной должны представить свою ID-карту, то тогда будет видно, кто выкупил за кого рецепт. Но здесь вы можете человек может добавить кого
кого он хочет, чтобы его представлял. Медицинская страховка, в принципе, мы об этом прошли. То есть здесь вы видите, в каком состоянии у вас ваша медицинская страховка, и в конце года вы сможете точно так же здесь заказать себе европейскую медицинскую карту страхования, такая пластиковая карта, если вы в Евросоюзе, так сказать, ездите, и у вас есть в Эстонии страховка по здоровью. Теперь доступ к данным о состоянии здоровья. Вы в полной мере можете закрыть данные для, не знаю, Министерства обороны, если вы не желаете добавлять, так сказать, им, чтобы они видели эти данные. Но в этом случае учитывайте, что если вы какие-то данные начинаете закрывать от врачей, то тогда может об этом, может, так сказать, ваше лечение немножко в этом пострадать, потому что закрытые данные врачи не видят. Волеизъявление. Здесь вы можете дать, так сказать, право, чтобы вам делали переливание крови или не делали, также хотите или нет, так сказать, донорству себя, так сказать, позволить или нет. И в этом, в принципе, и все. И напоследок теперь еще лог-файлы. Лог-файлы — это такая услуга, где вы видите, кто, когда и почему просматривал ваши данные. То есть если какой-то врач, например, открыл историю вашего здоровья, то вы здесь видите. Или, например, как это сказать, автоматическое был какой-то запрос, просто о здоровье то-то, да, опять-таки это здесь отображается. Здесь вы видите дату, что делалось, кем заделалось и из какого учреждения. Просто это опять-таки для, так сказать, открытости всех данных, что вы можете всегда просматривать и видеть, кто и почему смотрел ваши данные.